Доброе утро. Тут очень хорошо спалось, я вообще могу советовать этот отель. Это гестхаус. Очень сытный завтрак, очень приятная, уединенная локация, отзывчивый персонал и хорошие номера по меркам Исландии. Цена за номер появится где-то здесь. Сегодня я отправляюсь на остров, который никогда не выговорю, как и все остальные названия в Исландии, Вестманэйр или Вестманэяр. Вот название. Отправляюсь я туда на пароме вместе с машиной. Отправление 12:45, сейчас 10 утра, и мне еще надо попасть на водопад. Опять-таки, не могу выговорить, вот он. Мне надо спешить, потому что ехать до водопада час, а я там хочу еще поснимать, соответственно, времени очень мало. Погнали. Как всегда получилось заскочить на водопад всего лишь на 15 минут, но ничего, я после этих островов завтра вернусь к нему, потому что подходить туда ближе явно стоит. Ну, на дрончике вроде бы классные кадры получились. Все, погнали на паром. Кстати, тут платная парковка, 700 крон за сутки. Это порядка $7. Hello. I have a booking. You have to go there inside and get the ticket because just show me you have buy the ticket. You Okay. need to take the ticket there inside. Ah, alright. Okay. So I can park here, You or can let them stay here, or you can drive here. You see where the people is walking? yeah, The door is there to the in the ticket building. sale. Okay, thank you. Получил билеты, отправляюсь на борт. Hello again. Everything's okay? Yeah, Okay. Drive on board. thank you. Походу я не успел выйти из машины, остался в грузовом секторе. Все двери закрыты. Я нашел лифт, иду в кафетерий. Шатает приличненько. Те, у кого слабый вестибулярный аппарат, обязательно пейте таблеточку, потому что будете блевашкать. Сильно блевашкать. Паром на остров, название которого даже не знаю, как выговорить. Кофе, шоколад, запах морской соли, крик чаек, Бродский. Мягкий океан, солнце. Неприступные вулканические острова, создающие впечатление неземного. Переливы цветов. Одинокая хижина, укрытая полукругом скал от посторонних глаз в зеленом лежбище. Как там проросла трава. Пастельные тона неба и подножие гор на горизонте. А выше, заснеженные в крапинку, как огромная корова, горные пики. Одиночество. Пока что это самое красивое место в Исландии. Слушай, я тут жил. Вот тут мне нравится. Как-то сразу колорит со всех углов. В Исландии, кстати, наличка вообще не нужна. Все можно оплатить карточкой, даже телефоном уже с Apple Pay. Отличный гестхаус. Тут всего около 4-5 комнат. Очень все уютно, по-домашнему. У хозяина есть своя коллекция DVD-фильмов, причем у него хороший вкус. Это, кстати, вот картина извержения вулкана в океане, 71 год, если не ошибаюсь.
когда появился остров недалеко тут от этих островов. Не помню название, сейчас оно появится тут на экране. Теперь этот остров стал наследием ЮНЕСКО, и туда не пускают обычных людей, туристов, только ученые туда приезжают. Я даже не уверен, попадают они на сам остров. Исследуют то, как зарождалась жизнь на планете Земля миллионы лет назад. То есть это как планета Земля в миниатюре на этом острове. Вот такая вот кухня. 2 холодильника для гостей. Единственный минус то, что общий душ. Вот как-то так. Ресепшн. Моя комната на 2-м этаже. Вот тут, кстати, мне очень нравится. Смотрите. Комната на 4, но плюс в том, что у нее шикарный вид из окна. А вот моя комната. Пока что в гестхаусе заняты только 2 комнаты, я и еще 2 ребят. Хозяина на месте не было, он по телефону сказал нам, что мы можем сами заселяться. Ключи от комнат были на столах, ну и все, такое вот самообслуживание. Ребята уже помылись, пошли куда-то гулять, а я вот решил подснять, показать вам, какой прикольный гестхаус, мне он реально нравится. Если вы когда-нибудь задумывались о том, как выглядят люди, которые отправляются в поход неизвестно куда поснимать красивые виды, они выглядят вот так вот. Я не знал, куда я иду, и не знал, что я увижу. В этом, наверное, главная прелесть путешествия. Чувствовать себя первооткрывателем. Может мне, пожалуйста, кто-нибудь на этой планете объяснить, почему так красиво? Ну почему так красиво? Ну господи ж ты, господи, почему так красиво? Везде. Просто везде. Куда ты, вот 360 градусов. И, сука, красиво. Ну как? Нереально. Я рад знакомству с тобой, мир! Камушки попали с вулкана. Может, на память оставить, как сувенирчик. Обязательно, если хотите снимать в путешествии, имейте с собой портативное зарядное устройство. С коптером, кстати, пока что это большая проблема, потому что официальных зарядных устройств для DJI коптеров нету. Есть зарядка только от розетки, либо автомобильная зарядка. Поэтому приходится выкручиваться с автомобильной зарядкой. Благо, она довольно-таки неплохо заряжает. И я уже более-менее разучился эффективно использовать свое время в полете. Одной батарейки хватает на 20 минут полета всего лишь. Исландия — это смесь земного и неземного. Посмотрите, наша природа и какой-то космос на заднем фоне. Начало тропы, там, где я только что был. А вот мой гестхаус, Габриэль Гестхаус. Это было круто, как и все пока что здесь. Не на этом острове, а в принципе в Исландии. Но этот остров вообще офигенный. Топовое место.
топовая. По еде на этом острове могу советовать ресторан «Год». Очень вкусно. Камеру оставил в машине, сейчас иду за пивом на вынос. Супермаркеты уже закрыты, поэтому их придется идти в бар. Девочка на заправке сказала, что можно пойти в один бар, который продает прям бутылки, если можно взять пиво на вынос с собой. Не хочу в баре сидеть, хочу либо на улице, либо в отеле уже перед сном. Чего, собственно говоря, включил запись? Я понял, что я счастлив, и мне очень нравится этот остров. Я даже постараюсь научиться его выговаривать правильно. Надо будет у кого-то из местных спросить, как его выговаривать. Сначала зашел в магазин мороженого по ошибке. Ну вот, по соседству, оказывается. Этот магазинчик, сейчас оценим. Купил я пиво, причем купил пиво, посвященное местному пьянчуге. Он уже умер, и в честь него решили сделать пиво, потому что он был очень душевный чувак. Вот так вот оно выглядит. Голли. Бутылка стоит 10 баксов, но меня так заинтересовала эта история, что я решил купить. Причем продавец рассказывал эту историю другому клиенту, но я повелся. Маркетинг работает, ребят. Кстати, классное заведение, очень много сортов пива, там своя пивоварня и свои сорта пива. А по поводу правильного произношения названия этого острова спросил у девчонок на кассе магазина с мороженым, как правильно произнести. И они сказали, что остров называется Вестманэйр. Так что я на острове Вестманэйр, и он мне очень нравится. Отдельного внимания заслуживают муралы в Исландии, это просто произведение искусства. Вы, наверное, помните шикарный мурал в Рейкьявике из первой серии, но на Вестманэйре абсолютно ничем не уступает. Обратите внимание, что вообще никого нет на улице. Эти кадры снимались примерно в 9 вечера. И полное уединение. И такая красота. Ну прекрасно же. На эти горы я мог бы смотреть бесконечно. Тем более, что они не заканчиваются. Ну, сами посмотрите. Эти птички были моим главным врагом в Исландии, поскольку они вообще не переносят коптеры. И присутствие людей рядом со своими гнездами тоже. Друзья, знаете, что на острове Вестманэйр делают с таким вот видом? Играют в футбол. Исландцы крутые, блин. Если вас не впечатлило, то вот горизонтальная версия этого вида. Ну и я решил на эту Красную гору подняться. Как же марш не посетить-то? По огромным каменным обломкам было видно, что тут произошел обвал. Казалось, что ты идешь по месту трагедии. Усиливался дождь, единственный звук, который был слышен, это крик птиц. Они были явно недовольны моим присутствием. Было уже почти 11 часов вечера, и в округе не было ни единой души. В воздухе чувствовалось огромное напряжение, поскольку над тобой нависают огромные скалы. Камера не передает ни угла наклона, ни масштаба самих гор, но они действительно нависают.
И кажется, что в любую секунду вся эта огромная глыба обрушится на тебя. Но как же это красиво. Овца. Гражданин пешеход, а чё ходим в неположенном месте? Еще и наполовину в неглиже. На Крыжановку как проехать? Не местный, наверное.